Когда ты сказал цивилизованные страны, ты какие страны имел в виду? Ну, я обычно имею в виду страны иудео-христианской цивилизации. Какой? Как можно назвать цивилизованную страну, которая вела 8 лет войну во Вьетнаме, которая разрушила Ирак, которая допустила бесчинство на всем Ближнем Востоке, которая бомбила Белград? Это цивилизованная страна? Или Великобритания цивилизованная страна? Или Турция цивилизованная страна? Или Франция цивилизованная страна? У тебя свой взгляд на эти вещи, я понимаю, но мы сейчас уходим от темы. Мы не уходим от темы. Цивилизованные, они потеряли право называться давно. Никогда они ими не были. Страны Западной Европы можно называть. Страны Запада, да. Но между этим названием и названием цивилизованные нет ничего общего. Это кощунство по отношению к названию цивилизованная страна. Окей. С точки зрения геополитики, с точки зрения большой мировой политики, ты не хочешь называть этот мир цивилизованным, бог с ним, западный мир. То, что не хочу, я не могу. Не можешь. У меня слишком большое уважение к понятию цивилизации. Незадолго до этого здесь была делегация натовских генералов, которая тоже посвятила свое пребывание, ну, такому, может быть, не столь глубокому, но все-таки обследованию той же тематики. И написала замечательный отчет по Нигерии. Во-первых, не натовских генералов, американских. А во-вторых, генералов в отставке. В отставке, да. Йофи. Ну, натовских, другое дело, что там это были американские генералы. С каких это пор в сегодняшнем мире американские генералы, представляющие армию, которая совершила чудовищные преступления во Вьетнаме, в Ираке, в Европе, которая не считалась, бомбила мирное население. Я говорю, не хочу говорить про Вторую мировую войну. Да. Но вот сейчас, у которой на совести 2 миллиона убитых вьетнамцев, мирных жителей, не военных, они могут быть, воспринимаются где-то в мире как символ воинской чести. Или после того, что они сделали в Ираке, что они вообще могут быть свидетелями нравственности какой-то армии? Американские генералы? Ну да. Израильские? Да, американские нет. Поэтому никто в мире не слушает, что говорят генералы. Еще меньше в мире слушают, что говорят американские генералы о поражении мирного населения. Только мы считаем, для нас это да. Но во всем мире это как раз нет. С точностью наоборот. Поэтому не играет никакой роли, что сказали основные американские генералы, которые в такой же ситуации вели так, что по нашим понятиям они военные преступники были. We just think of the agitation of the last 15 or 20 years about trying to prevent the Iranians from getting a nuclear war and all the screaming and hollering about it on a weapon that doesn't exist. What about the Cold War? During the 60s, I was in the military for 5 years. There were 20, 30,000 nuclear weapons held by madmen, and we didn't get hysterical about it. We didn't have to say, well, we have to go to war. All we had to do is wait to show that their economic system was deeply flawed. But this whole idea of going to war on the pretense that the Iranians might get a weapon, and so far our intelligence agency as well as the UN has never claimed they have broken the treaty of the Non-Proliferation Treaty. And there are some countries in the Middle East that have nuclear weapons. They never even joined the Non-Proliferation Treaty. And nobody seems to worry about them. Ron, it's always great talking to you. Stay well. Сколько реально создать совместные структуры при тех взаимоотношениях, которые сегодня у России с Европой, с Америкой? Можно ли через это переступить? А почему тут Россия? Россия может заставить американцев проводить нормальную политику? Это сказал Косачев, поэтому я и говорю, что это... Россия может? Нет. Не знаю. Кто-то может? Нет. Все разговоры сейчас, которые мы слышим, это разговоры в пользу бедных. Чьи разговоры? О чем говорят государственные деятели в связи с терактом? Как бороться с ИГИЛом? Не как бороться с террором,
А ИГИЛ Абсолютно правильно. это частный случай, пока не будет принято решение, что все террористические организации Хамас, Хизбалла, Джихад Ислами, Аль-Каида, ИГИЛ, организации, которые созданы Хизбалла. я сказал уже, Да. на базе мусульманских братьев, все подлежат физическому уничтожению. И все страны мира проводят согласованно эту политику. И ни одна страна не дает им свою территорию. И ни одна страна не поддерживает их под страхом кары. Россия не хочет отдать материально. Ни одна страна не дает им получать оружие через свою территорию. Ни одна страна не торгует им с ними и не дает им продавать свою продукцию. Вот тогда можно говорить о борьбе с террором. Кто скажет, Россия не хочет называть... Не вопрос, кто скажет, а вопрос, кто готов на это. Вот я и говорю. А никто не готов на это. Потому что сейчас идет торг по маленькой проблеме в Сирии. Ну, подумаешь там, кого интересует Сирия и сирийцы. Договорились уже, вроде бы, Джабат аль-Нусра, Аль-Каида, она террористическая организация. ИГИЛ террористическая организация. А 10 организаций, которых содержат турки, Саудовская Аравия и Катар, мусульманских братьев, они наши террористы. То есть они более благородные. Давайте мы их трогать не будем. Вот пока такой подход будет. А о Хамасе с этим вообще никто не говорит. Да. А Джихада Исламе, те, которые убили вчера, позавчера, раввина с его сыном, о них тоже никто не говорит. Пока не будет. ИГИЛ сначала был маленький. Стал большой. Отпочковался от одной организации. И Джихад Ислами был маленький. И Аль-Каида была маленькая. То есть пока террор, как террор, не будет поставлен вне закона, он будет. И когда он будет в рамках мировой справедливости, проводить теракты среди тех, кто его породил и поддерживал, вот тогда это и будет продолжаться. Remember, I keep talking about how they release information that they don't want you to know about on the weekends, particularly holiday weekends and summer weekends. Well, the U.S. released the Saudi documents of 9/11, those 28 pages that contain Saudi information, a lot of it redacted, which means you're not allowed to see it because you're only a tax-paying citizen and you don't have the right to, but we're going to make up a story that it'll compromise security. 15 out of the 19 who reportedly launched the attacks against the World Trade Center and the Pentagon were Saudis. And there's a link for you to read, if you'd like, about more of the information that's headlines this news today. That gives a lot more information about it. And how the Saudi government, intelligence agencies, and agencies in the United States knew about a lot of this. And the Saudis are actually facilitating it. So I have one simple question without going into any of the details. If this is true, that 15 out of 19 were Saudi nationals, why did we invade Afghanistan, and why are we still there after 15 years plus? That have destabilized an entire nation and ruined the lives of millions and slaughtered hundreds of thousands. Nobody talks about it. And as I was talking about before, all the wars going on, of course now what happened in France this last week, when a crazy person, out of his mind, by all accounts, nothing to do with Islamist jihadists, just a mental case, like the cat down in Orlando that slaughtered those people. But Trump used it as an excuse that he wants to declare war. Hillary Clinton came out and said more action against Syria, more no-fly zones, and more bombings.
Everybody calling for more war, and no one's calling out the people that caused this destabilization. Again, humanitarian mission in Libya. Saddam Hussein has weapons of mass destruction and ties to Al-Qaeda. We got to get rid of these Taliban because 15 of the 19 people that took out the World Trade Center and the Pentagon were Saudis. Makes perfect sense. It makes perfect sense when there is no common sense left. Going over there in Turkey, you've been following trends in the news or reading the news. You know the destabilization that's been going on over there now since last June, when Erdogan started losing support, and then all of a sudden he launched the war against the Kurds. The separatists increased the war against Assad, shot down a Russian plane. All the attacks going on over there, and now a coup attempt. And my favorite line of this, to show the hypocrisy, the lies, the disgust of what's happened to this government of the United States of America, the White House called on all parties in Turkey to support the democratically elected government of Turkey, show restraint, and avoid violence or bloodshed. Hey, but they didn't say that when the United States and Germany and their other buddies were overthrowing the democratically elected government of Ukraine. Now, they're different. Why are they different? I'll tell you why they're different. Because we have psychopaths, sociopaths, murderers, thieves, cowards, liars, freaks and fools, Trumps and Clintons, Hollande, Sarkozys, Camerons, Blairs, Merkels, and all of them. All of them. Sick people running and ruining the world, and no protests in this country about it. None of them. Who are you going to vote for? I'm going to vote for the lesser of two freaks. That's the answer that I get, but people don't say that. They just call them evils. Again, we have a solution. It's occupypeace.us. There's no peace movement going on. Only a bunch of pieces of crap robbing us of our rights, our dignity. People with no morality, only concerned about their power trip. And if we don't stand up and do something to stop this, you can see where it's going.